Меня зовут Алексей Медведев. Меня Александр Москвитин. Да, я являюсь сотрудником специальной астрофизической обсерватории наук, лаборатории физики звезд. Я работаю в лаборатории обеспечения наблюдений в той же обсерватории. Да, и по сути, если брать по сути, то я как бы астрофизик-теоретик. Вот. А я наблюдатель, Саша. практик, соответственно. Да. И у нас такой тандем, который затрагивает практически все области астрофизики, начиная от теоретических измышлений, заканчивая практическими применениями и обратно в сторону теоретических измышлений. И мы живем в обсерватории, которая находится в горах, в Карачаево-Черкесии. Там стоит огромный телескоп 6-метровый, который самый крупный в Евразии. И там очень красиво. То есть красиво в том плане, что там просто невероятное звездное небо, которое мы видим каждый день, и с этим небом мы при этом профессионально работаем. Вот, то есть я пишу формулы, пытаюсь описать события, Саша вот непосредственно наблюдает с телескопа. Идея вот именно использования звука, она достаточно не нова. И вопрос в том, что сонифицировать научные данные можно практически бесконечным количеством способов. Сонифицируют дрожание молекул в химии, излучение атомов различных элементов. А мы решили применить эти самые идеи к астрофизическим данным, собственно, с которыми мы имеем дело. К сверхновым, к покрытиям звезд Луной и к космическому микроволновому фону, который окружает нас и светит, можно сказать так, в микроволновом диапазоне 24/7. Вот постоянно мы находимся в этом фоне, но мы его не чувствуем. И чтобы его сделать более каким-то осязаемым, слышимым, мы используем звук. Да, потому что он вот здесь, вот прямо вокруг нас. Он проходит через наши тела, как бы, и это при этом это самый первый свет, который появился, ну, видимый свет, который появился во Вселенной. То есть это вот первая световая волна, и она вот до сих пор, как бы, то есть она идет через нас всех, со всех сторон. Вот, но еще я хочу сказать, что сонификаций тоже было много, и у нас еще очень важная задача, самое главное, чуть ли не самое главное, это именно звучание всего этого. Конечно, мы не просто сырые там вот эти вот звуки даем, мы немножко их дорабатываем там различным музыкальным образом, чтобы это звучало все вместе. Вот. И это как бы даже на первом месте скорее, чем прям какая-то точная совершенно сонификация. Вот. Ну да, конечно. Концептуально это задевает очень разные времена, и нам хотелось бы показать в проекте в пределах одного конечного произведения на несколько десятков минут времена, которые затрагивают миллиарды лет, и буквально субсекундные какие-то распады частиц, которые вот слышны как некоторый треск или вот что-то такое. И таким образом мы вот с Сашей Москвитиным в долгих обсуждениях, ночах, дискуссиях об этом всем, о чем только что я говорил, мы решили организовать вот музыкальный проект Pushkin and Mosque, вот, и начать собирать это все в композицию. И мы поняли, что нам еще необходимо вот эти вот звуки космические, объединить с человеческим, с земным. Вот. И пришла идея снимать, записывать звуки окружающей ежедневной жизни, повседневной жизни специальной астрофизической обсерватории. Вот. Соответственно, Саша начал делать полевые записи, начал ходить в горы, записывать дождь, совы. Вот. Да, очень много разных сэмплов. В целом ты находишься в некотором звуковом поле и выделяешь музыкальные составляющие. Какие-то шумовые интересные объекты, источники. И затем это все можно использовать в качестве материала уже художественного.
Например, вот очень много шумов я записал, связанных с дождем, с рекой, несколько рек записал, которые находятся вокруг нашей обсерватории. Записал треск виниловых пластинок, который очень похож на то, что астрономы регистрируют на своих детекторах, когда частицы космические прилетают от далеких объектов. Но мы можем потихонечку начать демонстрировать, собственно. Вот это сейчас как раз пошел микроволновый фон излучения. Как мы говорили, он окружает всех нас, и это самый первый свет во Вселенной. И как бы все, что светит потом, звезды, они как бы до этого фона, по сути. И звучит он, согласитесь, как какой-то баховский аккорд, наверное, да? Достаточно гармонично. Да, очень гармоничная штука. Добавлю шума от рек, звучание дождя. И сейчас раз, и взорвалась сверхновая. А сейчас пошла луна затмевать звезды. А это поехал CS-1000. телескоп, поехал наводиться на звезду. Такой звук.
То есть вот получается такой этюд. Да, и самое, конечно, потрясающее это вот эта вот импровизация. То есть как бы мы вот полностью импровизируем, но естественно, конечно, там есть основа, то есть основа вот этот этюд, эти звуки, но в целом как бы вот эта композиция и то, что мы играем, это тоже выстраивается именно во взаимодействии. То есть как мы слышим, какое у нас настроение, да, то есть как мы это, тоже опять же какой свет, то есть и какие движения как бы совершаются на сцене. Еще один тоже момент, что вот у нас же такая как бы ритмическая музыка, да, а здесь вот именно танец, перформанс, он создает дополнительный ритм, именно пластический ритм, то есть появляется еще одно измерение как бы, ну, всей этой композиции. Это, ну, на мой взгляд, это потрясающе, то есть я получил невероятное ощущение, невероятное удовольствие от этого всего, и я надеюсь, как бы, что мы не остановимся на этом, как бы, и сделаем еще лучше. Потому что это только начало, это наброски, по сути. Да, Да, получается круто, надо делать дальше. точно.